Друзья, всем привет, с вами Дмитрий. Я хочу сейчас немножечко быстро рассказать, что вы увидите в этой серии. Дело в том, что практически 3 недели назад мы отправились в Уганду, где нас ждали огромные, большие, огромнейшие приключения. Я аж в предвкушении сам посмотреть это видео все. Я-то уже все это пережил, а вот вы еще нет, со мной это еще не пережили. Поэтому я хочу быстренько сейчас рассказать, что вы сейчас увидите. Так вот, я буду работать на чайной фабрике. Я покажу детский труд угандийцев, маленьких угандийцев, которым 5, 6, 7 лет. Что они там делают, блин, как они работают. Я не знаю, я по сравнению с ними вообще слабак, серьезно. Я потом буду показывать, как я убегал от слона, какой я трус. Жена сказала, что я настоящий трус. Вот я честно говорю. Вот, вы увидите всяких различных животных, просто их там столько много. Вообще Уганда, я был вот во многих странах мира, но мне Уганда больше всего понравилась. И в конце я расскажу, сколько эта вся поездка стоила, на что ушли деньги. В общем, все, я не буду много сейчас задерживать вас. Поехали! Друзья, смотрите, я пока себя не показываю, потому что мы все замучены, у нас лица очень замученные. Поэтому я показываю, что мы сейчас на завтрак кушаем. Смотрите, это называется у них брекфаст. Вот такая вот еда, сосисочки, мясо куриное. Вот такое очень вкусное кофе. Вот сюда принесли кофе. Причем чашка подогретая была. У Киры биф. Вот, и у него тоже нашел. Rolex. А? Rolex. Ролекс? Rolex. Роллы, Yeah, да, роллы, да. Shepherd sandwich. Это наш водитель. Where We are here going to Masindi, then pass like this, come up here. Okay. Yeah. Мы заезжаем в национальный парк Merchants Falls. Ну, это, то есть, называется Марчинские водопады, если так вот как-то сказать. Мерчинские водопады. Ну вот смотрите, сразу, как только огородили парк, мы сейчас приехали оттуда, там все людьми заселено. Как только огородили, все, сразу, блин, красота идеальнейшая, просто офигенская. Людей не пускают. К сожалению, Африка заселяется все больше и больше людьми. Они потихоньку отвоевывают у природы территорию. И, наверное, пройдет лет 100, здесь останутся маленькие такие территории, где будут проживать животные, и в основном будут люди. Потому что население Африки с огромной скоростью растет. Так, друзья, мы приехали вот этим мерчанским, как правильно это сказать-то, блин, я не могу выговорить эти все слова, не русские. Мерчинские водопады. To eat this grass. That's why you see some grass is high, other is short. Yeah. And the short one, Сейчас я вам расскажу, ребята. when you see all over here, Он рассказывает сейчас, что гиппопотамы приходят с ночью, поднимаются, представьте, на такую высоту. is the Придут place сюда where толпой, eat from. и сначала трава очень высокая, примерно вот такой он показал, как, не знаю, видно вам. А затем они здесь толпой набегают, покушают, и с утра опять очень коротко. Он показывает вот такую сетку. Знаете, для чего это нужно? Летают такие оводы, слепни, вот сейчас он вам покажет в руке. Вот видите, вот она, знаете, как больно кусается. И они именно на белый, синий и черный цвет реагируют. И вот они залетают, вон, посмотрите, какая куча их там. Не знаю, видно вам. И они туда попадают и уже не могут вылезть, потому что сейчас жену только что одна штука укусила за руку. Ой, очень больно. Вот для этого они развешаны по всему, где большое скопление людей. Смотрите, друзья, вот этот водопад, который вы видите сейчас, он называется Матишин. А вот это вон другой водопад, который побольше, он называется Угуру, что переводится с арабского, с африканского, Africantel, свободный, свобода. Посмотрите, какая красота, друзья. Ну вот скажите, стоило тратить кучу денег, кучу расстояния преодолеть, чтобы попасть вот на такую красоту?
Так, друзья, смотрите, сейчас впереди машина и сзади меня, я сейчас попробую показать. Это едет какая-то офигенная главная шишка здесь по этому району национального парка. Даже не парка, а этого большого района Уганды. И они проверяют животных, чтобы не было смертей, там не убили никого, потому что очень много браконьеров охотятся на слонов и для этих бивней, чтобы забирать у слонов. Здесь даже в каком-то там лет 5 назад поймали много браконьеров, у которых очень было много вот этих бивней. И браконьерам дали большие срока, а этим бивни забрали и демонстративно собрали там кучу народу и сожгли их. Там было 30 бивней, по-моему. Вот представьте. Один бивень стоит 10 тысяч долларов. Китайцы это все делают. Сейчас вам попробую показать машину. Пока не видно. Вон, видите, машина сзади едет. Есть, я вам пытаюсь показать, потому что нельзя снимать, сразу предупредили, подъедут, соберут всю съемку. Так, друзья, смотрите, когда увидели леопарда, что сейчас покажу, что когда в саванне вы увидели леопарда, видите сразу сколько людей? Посмотрите, что творится сразу. Когда, видите, увидели маленького леопарда, всего лишь одного леопарда, а когда-то здесь гуляли там тысячи, огромное количество леопардов. Сейчас вам приближу, вы можете увидеть его на дереве. Я потом все это сниму на фильме, на нормальную камеру, и это вы все посмотрите в другой серии, в красивых 4К. Видите, сколько людей сейчас здесь стоит просто. Просто огромное количество машин приехало на одного леопарда посмотреть. Просто. Друзья, смотрите, я снимаю практически все видео на свою большую камеру Canon, потому что животные стоят немножко вдалеке, которые близко стоят, которые вдалеке, поэтому надо хороший длиннофокусный объектив. Какие-то такие, как эти слоники, я снимаю на эту камеру, чтобы показать красоту Африки и конкретно Уганды. Сейчас вам показываю, если попробую показать, что трудновато это все. Так в этом месте добывается очень много нефти, наш водитель сказал, и она очень хорошо охраняется. К сожалению, видите, нету уже диких животных. Мы выехали из национального парка, их всех прогнали отсюда. И сейчас человек сюда проник, и теперь добывается очень много нефти, сказал. Так сказал наш проводник. Он сейчас объясняет, куда мы сейчас едем. Now we are going here. Yeah. So from here we shall cross and come to Hoima. Yes. We have like this, come up to Kibale. Kibale. Yeah, so we shall stop somewhere here. We're going to see like the whole of this animation falls will be here. When we stop somewhere here. Yeah. Он там говорит, сейчас мы едем. Смотрите, где мы, друзья, были. Вначале я вам начал снимать видео. Здесь мы были. Все это мы объездили. Потом мы сейчас едем сюда заедем. И потом у нас этот конечный пункт этой остановки. Смотрите, козы даже есть у них. Их много вообще здесь. Коз. Видите, даже стада пасутся, если смотрите. Видите, какие стада большие. Даже кто-то какает. Хорошо. Друзья, видите, люди идут с водой. С такими желтыми баулами. Сейчас просто трудно вам заснять, мы едем быстро. Люди по обеим сторонам дороги, они несут на голове такие бидоны. Они ходят 2-3 километра каждый день за водой. Туда и обратно. Представляете, как надо... Если вы сейчас видите, все с водой идут. То есть он мне объяснял, что это только молодые мальчики и девочки. В возрасте уже не ходят с водой. Посмотрите, вся у них многих на голове такие бутоны, скажем так. Очень, вообще, конечно, жизнь здесь очень трудная. И с одной стороны нету каких-то там холодильников, микроволновых печей и так далее. Благая цивилизация. Но в то же время очень простая и легкая, потому что они целый день на свежем воздухе. Мы, когда на машине приезжаем, нас все приветствуют, машут руками нам. Эти все идут, многие идут, говорю, за водой. То есть они
на голове все носят. Не только воду, но и какие-то другие покупки делают. Я вот так показываю все это. Ну так вот, друзья, мы проезжаем одну деревню за другими. Я не знаю, так сейчас, если вам это все видно, стараюсь вам что-то снять. Просто здесь немножко стрёмно прийти в какую-то деревню или в город, потому что нас сразу видно, что мы не местные. Так, еще одну деревню проезжаем. Ну тут, я говорю, деревня одна заканчивается, другая начинается. И так далее, и тому подобное. Он только что сейчас сказал, что вот я вам в начале видео говорил, что где добывают газ, именно вот здесь, вот в этом местечке. What is the name of this village? Hoima. Хойма. Вот в этой деревне, которая называется Хойма. Так, подождите, меня тут трясет просто не по-детски. Вот, здесь добывают очень много нефти. Вот. А в Конго он мне сейчас рассказывал, там постоянно война, именно из-за того, что там очень много полезных ископаемых, просто их там копни, он сказал, лопатой, найдешь золото или еще что-то, бриллианты. Вот. Там постоянно война за именно кто приберет к рукам это все. Там не мусульмане с христианами воюют, а именно что вот именно за вот эти природные богатства. Ну, видите, все как у нас тоже сушится. Прикольно так сушится белье. Просто мне надо так придумывать, что говорить. Вот видите как. Ну так, интересно, конечно, посмотреть жизнь других. Я уже как Жанна Бадоева. Заправка. Сейчас на заправку заедем. Ребята, самая такой деревня обыкновенная. Посмотрите, какие туалеты, все как чистенько. Вот вам, пожалуйста, и Африка. Это деревня обыкновенная. Так, сейчас спрошу, сколько стоит газ-оли. Они называют это не бензин там, или дизель, а газ-оли. Наша машинка многострадальная, она нас хорошо так катает. Так, смотрите, вот цена на дизель. То есть дизель стоит где-то около $1, а бензин стоит чуть-чуть больше $1. Но если в евро переводить, если кто смотрит меня с евро стран, то будет евро 0,8 евро за дизель и около 1 евро бензин за литр. Все это имеется в виду. Вот мы машину заправляем. Так, ну еще раз показываю какие-то вам деревни, зарисовки, остановку вам показываю. Видите, мини-рынок какой-то здесь. Люди на нас, конечно, смотрят очень сильно. Да, я видео снимаю, друзья. Смотрите, какие мы бананы. How much this cost for my friends? For 2000, about $0.7. 0.7. Yeah. Yeah, so- 0,70 per 1 kilo is this? No, not a kilo. No, not kilo. Just take like cluster. Oh, close, окей. Ну вот за такую вот веточку, даже 1 евро, 70 центов, короче, американских. Они здесь все в американской валюте. Короче, едем дальше, друзья. Наш путь лежит дальше. Посмотрите, какая сейчас красота. Вообще, когда ехать, просто здесь можно все подряд снимать. Так, мы сейчас, друзья, остановились вот в таком вот живописнейшем месте, просто. Я говорю, Уганда — это одно сплошное живописное место. Просто даже в деревню заезжаешь, и то вот такой колорит, от которого просто хочется нажимать кнопку на фотоаппарат и использовать всю память в фотоаппарате. Вот, мы остановились вообще с Мурчисонских водопадов, где мы сейчас были, где я вам снимал до этого, и в Кампалу, куда мы едем, ближе к обезьян, скажем так, чтобы вы понимали. Вот к шимпанзе, к обезьян, примерно 400-450 километров. То есть мы будем полдня ехать сейчас. Эти вот люди с этого, какого? С Америки, они... Say from America, yeah. I'm from Russia. America, Russia, no, not France. We're friends. We're from. That's right.
Друзья, мы пришли посмотреть на местные достопримечательности. Сейчас вот ровно 5 минут. Посмотрите, сколько людей собралось. Сейчас вам покажу. Просто. По-моему, вся местная ну, диаспора или все местные дети собрались посмотреть на нас. Вот они, видите. Все просто на нас смотрят. Ну, я понимаю, если, допустим, черный человек приедет в деревню, в российскую глубинку, допустим, даже или в белорусскую, или в Украину, на него же тоже, конечно, все придут смотреть. Вот, видите, дети. Но они такие хорошие. Сейчас с американцами с ними разговорился. Они говорят, нет, Трамп, они не голосуют за Трампа. Ну, Байден тоже, говорят, не очень, потому что, да, он не очень с памятью, у него все хорошо. Ну, так вот, Рейган сказал, что он нормальный вроде был. Он, типа войну остановил с Россией, ну, с Советским Союзом. Так, друзья, смотрите, вон, видите, впереди здание. Это школа местная. Вот это все комплекс. Но сейчас он закрылся на локдаун уже. How long? 1 year? Now over 1 year. Ага. Ну, где-то приблизительно. From March last year, we opened there. Ага. С марта прошлого года вот все закрыто. Вот, видите. Вот такая вот красивая школа в таком живописном месте. Так, друзья, смотрите, вот это ну, больница. Ну, они называют госпиталь. Вот видите, какая большая больница. Это из Кигали. Кагади. Кагади. Город называется Кагади. Я думал, в Кигали, мы больше едем в Кигали. Ни сюда нельзя заходить. Я сейчас попробовал, ну, немножко вот сюда сделал, отпустил или что-то. И они сразу сказали, о, не надо так делать, потому что ты ломаешь там чайную плантацию. И потом вот так сюда надо ложить. Окей, now, thank you very much.